Приветствую тебя, зритель! Ты на канале Игра де Жанейро. У микрофона Хитрый Лис, и мы продолжаем разбирать с тобой праздничные обновления. Буквально в воскресенье Лис разобрал для тебя то, что ввели разработчики. Мы постарались сделать это насколько можно было быстро. И там я акцентировал свое внимание на новом легендарном герое Неджи, который мне показался очень крутым. В комментариях ребята справедливо заметили, что не такие уж большие цифры, как мне показалось изначально там, потому что все выражено в процентах. И если это все пересчитывать, а именно умножать на атаку, а не складывать, как мне, наверное, показалось в тот момент, то цифры не такие уж космические, тем не менее очень высокие. Я погонял Неджу, мне он очень нравится, урона он вносит достаточно, и я даже прошел несколько моментов, которые до этого пройти не мог, благодаря ему, даже с 2 звездами, так что обязательно гайдик будет. А сегодня давай мы посмотрим именно зимние ивенты. И мы будем двигаться, наверное, от простого к более сложному постепенно, потому что зимнее путешествие — это самый такой наиболее объемный ивент, а мы посмотрим сначала магазин. В магазине можно у нас, используя ледяные камни, приобрести себе скин на принца Персию. Очень классный скин, красивый и в принципе ему хорошо поднимающий параметры, но сразу же могу сказать, уже сейчас стало понятно, что без доната этот скин скорее всего не забрать, если только ты не подошел к этому ивенту с большими запасами золотых ключей и магических спинов. Дело в том, что эти ледяные камни можно получить только имея в наличии бревенчатые пирожные, которые нам даются за прохождение ивента «Таинственный сундук», и здесь всего их за один проход ты сможешь забрать 30 штук, и как мы знаем, в спин магии, который будет на следующей неделе, эта награда уменьшается в 2 раза, то есть там те же 30 штук ты сможешь забрать за 2 прохода, а также за ежедневный вход в игру тебе будет выдаваться 3 таких бревенчатых пирожных. И несложно посчитать, если ивент длится у нас 2 недели, то это максимум получается 15 раз ты сможешь получить награды, если проснешься еще в 3 часа ночи. Итого тебе дается 45 этих бревенчатых пирожен, 60 за спин магии, который ты закрываешь дважды, и таинственный сундук вот вместе дают 60. Итого 105 пирожных и, соответственно, 105 ледяных камней, которые можно получить. Это если играть без доната. Так что, если не запаслись, а я не запасся, то, к сожалению, принц Персии уходит от меня, и я остаюсь без этого скина. Но расстраиваться тоже не буду. На то, что мне удастся достать, я буду закупать себе работников и, скорее всего, небесную эссенцию, чтобы прокачать еще одного персонажа на 5-е крыло. В наборе зимы у нас 2 предложения, и здесь вот как раз эти лог-кейк или бревенчатые пирожные, причем стоят они, конечно, ого, но если ты хочешь себе скины, тут можно заработать не только скин на принца Персию, но еще и на Хамоде, то, наверное, решать тебе. И теперь про зимний подарок. Что здесь у нас такое? Во время самого празднования мы имеем возможность каждый день заряжать зимний подарочек и забирать его 1 раз в сутки. Заряжаем мы за золото и за бриллианты, чуть позже мы посмотрим, и на выбор нам дается 3 вариации подарков. Это герои, экипировка и просто какие-то ресурсы. Я заказываю себе подарок с ресурсами. Почему? Потому что здесь есть железное копыто и вот это, как она называется, золотые ножницы, которые можно будет использовать в магазине для того, чтобы получить либо себе какой-нибудь скин, либо какого-то нового маунта. Ну и также, если посмотреть, я до этого вытягивал, мне выпала 1 раз карта сокровищ, тут 2 штучки сразу же, и 400 бриллиантов, а также мы с тобой вытягивали, вот как раз в прошлом обновлении, когда смотрели, мне попалось железное копыто. Причем все время я заряжал за золото, а в тот момент, когда мне выпало 400 бриллиантов, я решил, гулять-то гулять, и зарядил на 300 бриллиантов. На следующий день мне пришло еще 20 вот таких жетонов. Во второй награде здесь, конечно, самое интересное — это розовые кристаллы и работники. Остальное все не настолько интересно, потому что это можно добывать при помощи распыления. Я показывал, как это делается. Спины, 3 спина, но это ни о чем награда, чтобы ждать ее целые сутки. Легендарные ресурсы, так работники тебе и так это все будут приносить. Ну а золото, в принципе, золото здесь можно добывать легко и просто, поэтому особо вот второй вариант, второй набор я бы вообще не рекомендовал никому брать. А вот первый набор, если тебе не интересны маунты, не интересны скины, то, наверное, первый набор для тебя лучше подойдет, потому что здесь можно достать нефрит и вот 2
коробочки с легендарным набором героев, в которых тоже есть возможность достать нефрит, но самое главное, есть возможность достать последние 8 персонажей, которые были введены в игру. Остальное все, ну, конечно, ключ и небесная эссенция, а также вот этот набор вообще ни о чем. Но он, конечно, за золото может попадаться. Поэтому, как ты понял, я хожу только в третий и использую его. Давай заберем, посмотрим, что мне выпадет сегодня. Итак, нажимаем, ну и, пожалуйста, награда ни о чемная, но я и заряжал за золото. Опять выбираю себе третий подарочек и заряжаю снова за золото. Не буду я сливать сюда бриллианты. Пойдем с тобой дальше. И самое вкусное, как говорится, напоследок, это путешествие в снежную страну. Давай зайдем, посмотрим, что здесь. Выглядит, конечно, красиво, разработчики постарались все это разрисовать, но, к сожалению, сам процесс, он такой, я бы не сказал, что шибко интересный. Может быть, потому что нам это все не перевели, но тем не менее. По сути, ты просто обмениваешь свои бревенчатые пирожные на ледяные камни. Вот и вся суть этого ивента. Но помимо этого, чтобы не просто это все было так обменено, ты еще по дороге можешь что-то получить в виде такой игры. Ну, небольшое, но разнообразие. Мне нравится. И давай окунемся в гущу событий и посмотрим, что здесь нужно делать. Нажимаем старт. Кстати, когда ты пройдешь первое испытание, дальше можно использовать автобой, чтобы не проходить это заново, если вдруг тебе это не нравится. Но мы сейчас пойдем и попробуем вместе. Я один уровень уже прошел, мы сейчас пройдем с тобой вместе второй уровень, а потом посмотрим, какие награды там присутствуют. Итак, мы расходуем одно пирожное, и нам дается на выбор 2 карты. И таких выборов у нас будет на протяжении этого уровня 10. Как только мы дойдем до уровня 2-10, там будет финальный босс, его мы победим, если мы победили, мы переходим на следующий уровень. Как ты видишь, у нас в начале существует несколько параметров, а точнее 4. Это удача, это здоровье, это атака и это выносливость. Если наше здоровье опустится до нуля, наше путешествие закончилось. То есть, по сути, мы проиграли, выходим и начинаем все заново. Если у нас выносливость опускается до нуля, а она нам нужна для того, чтобы осуществлять поиски, любые движения, вверху на карте ты видишь написано 3 звездочки, 8 звездочек, вот столько выносливости будет списано. Если эта выносливость спустится до нуля, то будет расходоваться твое здоровье. Имей это в виду. Атака показывает то, сколько урона мы можем наносить. Этот урон может как подниматься в зависимости от того, какие карты нам на пути встретятся, так и опускаться. Таким образом, с некоторыми соперниками мы можем сладить, а можем и не сладить. И удача. Показатель удачи влияет на то, какую награду мы находим за каждой картой. Чем он выше, тем лучшая награда, соответственно. И он также может прыгать вверх-вниз. Эффекты, которые мы собираем во время путешествия, складируются здесь. Их ты всегда можешь посмотреть. Пока что у нас нет никаких эффектов, потому что мы только начали. А также здесь есть ачивки, выполнив которые, ну вот одну я выполнил, ты можешь забрать награды. Ачивки здесь в основном связаны с тем, чтобы побить столько-то противников разных сложностей до того, как ты сразишься с боссом. Здесь, например, говорится о том, что ты должен сразиться с 6 сложными противниками до того, как будешь сражаться с боссом, и такое задание ты должен выполнить 3 раза для того, чтобы получить вот эти 10 тысяч бриллиантов. Здесь тебе нужно использовать легендарное путешествие, которое должно попасться тебе, а может и не попасться, это уже рандом. Ну и так далее, в принципе, ты здесь можешь со всем этим ознакомиться. Скорее всего, разработчики это дело не переведут, потому что ивент длится всего 2 недели, и тратить на это драгоценное время, наверное, никто не будет. И силы, тем более аж в конце декабря. Ну и за каждый уровень мы получаем возможность забрать еще дополнительную награду. Закрыв первый уровень, мы получаем рамку и так далее до 100 уровня. На 100 уровне мы можем получить супер роскошный набор и из него достать железное копыто для того, чтобы достать себе маунта или, например, скин какой-нибудь. Также по пути на 70 уровне у нас есть наша снежная сова, это скин на Хамоде, очень хороший скин, усиливающий персонажа, но давай будем реалистами, 70 уровень, чтобы взять по 10 пирожных на каждый уровень, это нужно 700 пирожных. Как ты понимаешь, без доната и существенного доната здесь никак не обойтись, так что губу закатываем и сюда, наверное, даже не заглядываем. Даже, по сути, до вот этого набора без доната тоже не добраться, либо, опять же говорю, если у тебя были большие запасы, особенно золотых ключей. Я знаю, что многие ребята копили там по 1200, по 1800 золотых ключей, всегда
ждут новогоднего события и потом это все сливают, ну, конечно, тогда может быть что-то и перепадет. В противном случае, конечно же, нет. Ну что, пойдем, давай посмотрим на практике, что здесь происходит. Итак, первый выбор карт нам предлагается либо сразиться, и это легкое сражение, либо исследовать. Ну давай мы сразимся и потратим наши 3 выносливости. Я просто выбираю, нажимаю «Выбрать» и все. Больше я ни на что здесь не влияю. Карта сама разыгрывается, что-то там происходит. Мне этого даже не показывают, а затем мне вываливают тонны текста, которые я, честно говоря, даже читать не хочу. Просто нажимаю вперед и вижу, что мне дали за это 2010 книжек. Как ты можешь заметить, 3 выносливости у нас ушло, а также у нас снизился показатель здоровья. Соответственно, помним о том, что здоровье может снизиться до 0, и тогда нам, по сути, придется проходить уровень заново. Итак, еще 2 карты разыгрываются, еще одно пирожное потрачено. Теперь я возьму 8 выносливости, солью и попытаю удачу в экспедиции. Посмотрим, что нам будет за это. Так, исследование проходит, и я ничего не нашел, просто потерял кучу выносливости. Нет, стоп, я обманул тебя, потому что на самом деле нашел. Мне здесь написали, что на следующие уровни у меня удача повышена на 32, но не знаю, нужно было ли мне это. На следующие 3 уровня, по сути. Итак, здесь выбор у нас очевидный, придется сражаться. Будем выбирать сражение слева, всю жизнь тянет налево. Поехали, файт сложный, и я потерял 140 здоровья. Ух, как я сильно проседаю по этому здоровью, но и немножко больше книг я заработал. Так, следующее у нас опять, вот как раз я поднял себе удачу, и мне идет, я не хочу сложные сражения, я хочу легкое, посмотрим, что здесь. Итак, сражение прошло, я потерял всего 80 здоровья, нанес 321 урона. Кем наносил, какие герои там сражались, ничего не понятно, зато вот сколько золота мне привалило. И давайте мне какую-то экспедицию. Вот, я хочу Exploration, попробуем выбрать, посмотрим, что мне в этот раз. У меня же увеличенная удача, посмотрим, что здесь мне дают. Мне увеличивают атаку на 25%, соответственно, я буду тратить в сражениях меньше. Вот он, 6 уровень. 6 уровень, на котором мы можем либо воскресить, либо получить потенциальную ачивку. Давай вот сюда возьмем. А мы можем и пропустить, просто нажать Continue и все, и пройти дальше. Итак, я восстановил себе 300 хп, но моя удача снизилась на 20. Пам-пам-пам-пам. Да, либо то, либо другое. Опять, у нас есть исследование, по 8 выносливости тратится на одну или другую карту, выбор небольшой, и, как ты понимаешь, уже очевидный. Всю жизнь налево, идем налево. Поехали, бам, 23, смотрим, осталось у меня уже гораздо меньше. Надеюсь, мне хватит. Я потерял 20 здоровья на 4 уровня, причем не просто 20, а каждый уровень я буду терять по 20 здоровья. Спасибо, отличная удача просто. Да. Так, исследование. Такого еще не было. 12 выносливости просит. У меня есть 12 выносливости. В принципе, у меня осталось еще 2 уровня, поэтому можно пожертвовать. Ну-ка, пойдем, посмотрим. И здесь вот я добыл 161 бриллиант. Отлично, спасибо. Забираем, двигаемся дальше. У меня осталось всего 3 выносливости. Что бы выбрать? Ну, пойдем сразимся. Так как 3 выносливости этого мне как раз хватает для того, чтобы сразиться с этим персонажем. Я нанес ему урона, получил от него дамага, получил за это магические книги. И все, в конце у нас остается битва с боссом. 10 выносливости на битву с боссом, а ее у меня уже нет. Вот так вот я подошел к нему, а сражаться нечем. Поэтому придется тратить здоровье. Поехали. Итак, сори, но мне не хватает выносливости, поэтому мое здоровье будет израсходовано. Из расчета 1 выносливость это 20 хп. Так как мне нужно потратить 10 выносливости, у меня получается 200 хп должно пойти в минус. И я захожу на битву с боссом, и у меня всего 691% здоровья будет. Ну, будем в процентах это называть. Итак, бой прошел, я его победил. У меня осталось 127 здоровья. Спасибо, я успел его разрубить пополам этого босса и пройти дальше. И за это меня наградили и дали мне 804 бриллианта. По сути, вся история с этим путешествием закончена.
Ничего такого, можно ходить на автобой. Давай посмотрим. Ачивок никаких я не собрал, ну потому что я и не выполнял. Здесь ачивки нужно было, допустим, 6 битв провести сложных, потом 6 битв легких, и все это до босса. Затем какие-то ачивки даются за то, чтобы иметь минимум здоровья, прийти сразиться с боссом. Но это все при желании можно самому перевести. Я не хочу сейчас на этом задерживать и акцентировать внимание. Итак, посмотрим, что здесь. Да, вот первый уровень у меня пройден, я сейчас нахожусь на втором, и если я пройду третий, то я заберу себе 1000 алмазов. Кстати, первый самый свой бой я слил, поэтому первые 10 пирожных слились в никуда, я ничего из них не получил. И давай посмотрим на то, сколько у меня сейчас ледяных камней. Как видишь, их стало 30. Как я сказал, по сути это просто обмен одного ресурса в другой, но таким интересным, замысловатым способом, с возможностью получить немножко больше интереса от игры и дополнительных ресурсов. Больше здесь ничего такого сложного и нет. Повторюсь, вряд ли локализаторы будут это переводить, хотя, с другой стороны, кто знает, может быть, в пятницу нас уже будет ждать обновление с данным переводом. На этом все. Вот такой зимний ивент. Нравится или не нравится, пиши об этом в комментариях, подписывайся на канал, ставь палец вверх, делись этим роликом с друзьями и долбани в колокол, чтобы не пропустить другие ролики по игре. Оставайся с Лисом. Впереди нас ждет еще много интересного и полезного по игре, и не только. Лис прощается с тобой. До новых встреч!